Сегодня у нас мастер-класс от дяди Толи, как из никудышной сетки сделать кудышную. У нас есть шнуры, и у нас есть обычная китайская сетка. 50-ка, 1,80 м у нее посадка, трехстенка, еще даже не крашеная. Я этим китаёзам, блядь, руки подрубал бы, блядь, за такие посадки. Поэтому сейчас будет сетка переделана. Ну, смотрите, как это делают мастера. По сути, штатная китайская сеть представляет собой обычную размеченную дель. Сильно уж хлипкие у нее посадочные веревки. Сегодня дядя Толя привяжет поплавок для увязывания сети вместо рогульки. Устроен поплавок очень удобно. И начнет привязывать верхний шнур. Сверху он использует шнур диаметром 4 мм, капрон. А внизу будет привязан нормальный грузовой шнур. Так, вот шибко натягивать не надо. Не сильно, да, натягивать? Вот так вот. А то оно потом убавится, если сильно. Ага. Оно видишь, тянется шнур. Ну, понятно. Если шнур не тянулся. Это верх. Это будет вверх. Иголка у тебя что-то аж отполированная. Сколько сеток уже ей сделал? Ой, я много. Давай я поскидываю, да? Удивительно просто. Я тоже удивился. Думаю, ни черта себе. Китайцы и хвост длинный оставили. Не экономно как-то. Так, здесь у нас запуталось. Сейчас я распутаю. Еще на дну скинь. Здесь тут у нас что-то запутанное. Сейчас я... Это потом будем распутывать. Сейчас, Толя, здесь... В речь попала эта ее палки. Сейчас посмотрим. Вот как бы ты в речку ставил, а? Ну да, пришлось бы попотеть. А не дай бог рыба попадет, она перекинет в мешок, ты ничего не сделаешь. В общем, это ряж с наплавами, да? Привязали сетку к основной веревке. Вот так. Тут мы ее в поплавок запрячем, блядь. Мы ее запрячем в поплавок. Все это хозяйство. Вот так. Ой, я тоже с трехстенкой, которую перерезал. Ага. Вы тоже с Верой помучились, блядь, пока так попало в ряж, сука. Сейчас привяжем поплавок. Вот эта посадочная нитка хорошая. И не толстая. И не тонкая, само то. 1 миллиметр толщина. Кого? Толщина нитки 1 миллиметр. Да. Угу. Узлы мы показывали уже, как вязать, да? При посадке.
Все, поплавок зафиксировали. Так, 3 есть. Угу. Ну что, надо идти, блядь, даже довести до того самого конца. Ну давай я буду распутывать пока. Подожди. И до конца доведу. Тихонько зацепился. Мгм. Привязываем шнур, да, к этой к сетке. Вот, видишь, какой пролет. Провисы какие. Ага, От поплавка до поплавка 60 сантиметров. ага. Подсад. Это ж вообще, ну, немыслимо, что это такое. Ага. Вот его перекрутится, булькнет туда, и хрен ты и выпутаешь. А я что делаю? Вот сейчас на 3 части. Вот. Ага. Только я отсюда. Угу. Вот. Под шнур иголку раз, под все эти хряшки ихные. Так для чего делаются все эти манипуляции? В первую очередь для того, чтобы укрепить сеть. Ведь китайская веревка очень тонкая, и мы заменяем ее на более толстую 4-миллиметровую. Во-вторых, устраняются провисы в сетке, и сеть не будет провисать, образуя своеобразные дыры. Это позволит избежать запутывания рыбы наглухо. Узел мы в видео уже показывали, как посадить. Теперь Посадить каждый сеть. поплавок нужно привязать. Его с двух сторон, да? Да, с 2 сторон. Вот так вот. Иначе он будет мозги морочить потом. Вот там же он привязанный. О, Закрепление поплавков с двух сторон позволяет легче распутывать сеть, да и легче устанавливать тоже. Сеть больше не будет за поплавки цепляться и путаться. я по первости взял с дури, да посредине поплавок прихватил, Ага. они мне потом концы задираются и путаются. Ну да, и Сейчас будет. буду пересаживать эту сетку. А вторую вот тут прихватывал за поплавками. Тоже, получается, тоже придется пересадить. Ага. То есть нужно вот так вот прям по поплавку, да? Да. Вот до 3 части делишь, Угу. вот, под низ, чтобы попали все, их на эти тонкие сопли, чтобы сюда попали. Ага. Вот так, примерно, там не обязательно, там сантиметр туда, сантиметр сюда, роли не играет. Вот когда все это вот так посадится, то все, вверх уже, тут никаких ни дыр, ничего нет. Ага. Ну, блядь, уже. Вот это пугается. Ловчая будет сетка. Видишь, какую рыбу сразу ловит. Матерую. Работать до хрена. И тут каждый поплавочек нужно. Ну да, да. Заново привязать. Вот тогда сетку тянешь, вот, уже сетка идет, уже не поднимается, потому что подсадка не дает. Вот сюда попасть. Нитки, жилки. Угу. Вот я на 3 сетке только допер, как делать, блядь.
на первых посередине неудачно, по краям неудачно, путается. О, а так, оно эти концы притянутые, Угу. Вот. И не путаются. и вот уже полога. Вот тут никак уже не зацепишь за поплавок. Вот так примерно. А потом мы мою покажем уже сделанную, как видать будет. Где-то я залез чем-то. Ну, в сетку. Дед Толя вроде бы только начал. Уже вот такой прогресс. После того, как дядя Толя закончит монтаж верхнего крепкого капронового шнура, он установит нижний грузовой шнур, который позволит еще более увеличить уловистость сети. Ведь сеть будет более плотно прижиматься к дну. К тому же у дна в ней не будет никаких провисов. Печка трещит. Процесс у дяди Толи идет. Так, напомню, мы начали после обеда. Сейчас 8 часов вечера. Дядя Толя уже на шнур посадил больше 30 метров. 35, наверное. Ну, 15 метров осталось. Потому что сетка 50 метров длиной. Вот, и низ будет оснащаться тонущим шнуром. Ну, все равно, мне кажется, ровно 50 не будет. Меньше будет, скорее всего, да? Меньше, все обманывают. Экономят. Вот еще раз технология. А вот эти синие пришли. Уже написано 60 метров. Да, я тоже заметил, ага. Сначала было 80, А мы же, ты же говорил, что они обманывают. Да. Да, и стало 60 метров. Это 80, блядь. 20 метров. Ну, эти синие хорошие сетки. Леска там 0,3. Это очень долго будет, крепкие сети. Никакая рыба не может порвать. Блядь, рыбу оттуда не привез. Не смог бы вывести. Но там рыбная речка. И так в те сети я за неделю 450 килограмм поймал, блядь. Линка. Ленок-то имей, сик. Вот так вот, да, благородная рыба. Но мы на... Мне пришлось лодку янтарь ехать на Лакшак, Ага. чтобы взять в нее казанку, чтобы привезти рыбу домой. Так в казанке вот так запасу было. До воды. Нормально. Вот я рыбу привез, старательно продал, 150 килограмм тайменей было, остальное ленок. Да. Ну, на нюнях я вот рыбачил, когда ездили там. Щука редко, когда... Меньше 1,5 килограмма поймал на спиннинг клинка, все, место меняешь. Рыба мелкая пошла. Да. 2 килограмма нормальный ленок. 1,5 килограмма все мелкая рыба. Вот так вот мы там разбаловались. 100 ленков, 110 один раз. 100 ленков в день? Да, Ух, солидно. вот так, И ленок крупный, да? всякие. И остроносые, тупорылые, ленки вообще. Остроносые боевики. Они буйные. Утром проверю, посолю, под вечер проверю, посолю, потом ложусь спать, руки Не сгибаются. вот так держу, выделю его от соли и воды, блядь.
Поэтому у тебя сейчас и пальцы Да, и такие. пальцы такие, бля. Полиартрит, да, нейроартрит. Все скрученные. Это от соли и от холодной воды. Да, это понятно, да. Это от холодной воды. Вот. У дяди Толи картина висит какая тут. Я всегда приезжаю на нее, любуюсь. Это, ребята, это выжигателем сделано. Это, Молодец, слушай. ну, выжжено на фанерке выжигателем. Фанерки так выжиг. Что, зацепили? Ну вот, 5,5 часов примерно. Дядя Толя полностью сделал верх сетки. Теперь она не будет путаться. Это не те слабые ниточки, которые были там. Сейчас же не сделаны. порвется. Да, Не путаться не будет. Ничего. да, сейчас собирать ее удобно и ставить будет удобно. Осталось нам низ и торцы. А что, темный экран такой? Это Это фильтр стоит. фильтр. Я думаю, что такое? Ну все. Все, что, спать пойдем?